Так, пришло время листочка. В листочке у нас будут 3 веточки, на 2 из них по 5 листочков и на одной 3. Для этого нам потребуется вот такой молот, это называется лист большой универсальный, подходит для розы и для очень много чего еще. Я нарезала из 1-миллиметрового иранского фоамирана вот такие вот прямоугольнички, они подходят под этот молот. Я предпочитаю сначала делать оттиск, а затем уже вырезать. Тогда у нас остается чуть больше времени и не надо там пристраивать уже вырезанный листочек в молот. Сначала оттиск, потом вырезаем, а потом будем вырезать зубчики. Утюжок на 2. Теперь прям с молдом вырезаем форму. И теперь вырезаем зубчики. Их много, они частые. И с другой стороны аналогично. Вот мои листочки для розы. Нашим листочкам не хватает тонировки. Тонировать всем, чем вам удобно. Сухая масляная пастель, масляные краски, да хоть строительный колер. Я взяла масляную пастель на сухую губку. По краю коричневого, можно немножко красного добавить. Вот таким образом тонируем все наши листочки. Теперь нам нужно к нашим листочкам приклеить проволочки. Проволочка у меня 1,2, это флористическая. Пока мы ее тейп-лентой не оборачиваем, оборачивать будем при сборке. Берем листочек, буду клеить наклей Космофен, потому что у меня с ним получается, ну, аккуратнее, что ли, можно так сказать, чем с горячим пистолетом. И теперь листочек оборачиваем тейп-лентой. Один из листочков на веточке должен быть с длинной проволочкой. То есть, если у вас 3, тогда один оставляем длинным и 2 покороче. Затем мы их соединим вместе, чтобы этот листочек можно было как-то закрепить на самом стебельке. И вот таким образом подготавливаем все листочки. Теперь собираем веточки с листочками. В итоге у нас должна получиться вот такая конструкция. В центре листок на толстой проволочке и по бокам на тонкой. Все это у нас скручено тейп-лентой. Проволока у меня 1,5 мм. Я ее даже брала вот вдвое, скрутила, приклеила на верхний листочек. По желанию листочки в дальнейшем можно будет покрыть слоем акрилового лака, потому что у розы они блестящие. Стебелечек, на котором у нас крепится листик, немного подтонирую коричневой и оливковой пастелью. Вот таких 2 веточки и 1 на 3 листочка. Под листочки в трубе 16 я просверлила дырочки. Собственно, можно не обязательно сверлить, можно проделать шилом. И теперь вставляем листочки.
Теперь у основания листочки фиксируем горячим клеем. Пока клеевой пистолет у нас греется, берем кусочек амирана, вот совсем такой небольшой. Позже именно из этого цвета мы будем с вами делать чаш-листик. И вырезаем вот такую конструкцию. Это, по-моему, называется подлистник. Слегка тонируем. Скручиваем. И таких штучки нам нужно будет сделать 3 по количеству веточек на стебельке. Фиксируем наши листочки и подклеиваем наши подлистники. Вот так. Все это можно сделать на горячий клей. Теперь можно оборачивать тейп-лентой и немного ее затонировать. Теперь будем сооружать вот такие шипы для нашей розы. Для этого берем коричневый фоамиран, можно не коричневый, просто его потом перекрасим. И клей Космофен, полосочка сантиметра 2. Наносим клей и склеиваем. Хорошенечко придерживаем в уголке, только смотрите, пальцы не приклеите себе. Можно держать чем-то, например, ножничками. Ну вот уже пальцы приклеила. Так, теперь заворачиваем. Добавляем клей. И даем высохнуть. Так, вот это у нас верхняя часть. Теперь немножечко саму колючку вытягиваем вверх. Вот так она должна идти. И приклеиваем. Я буду делать 3 колючки. Так, за листьями ничего не видно. Вот такие шипы у нас получились. 1, 2 и здесь будет 3. Теперь коричневой пастелью тонируем место крепления шипов. Теперь вырезаем чашелистик из 1-миллиметрового фоамирана оливкового цвета. Нагреваем.
И вот здесь внизу теперь нам нужно вывернуть в другую сторону, вот так. Смотрите, что у нас получилось. Сверху в одну сторону, внизу в другую. Кончики подогреваем и скручиваем. Вот таким образом нам нужно заготовить 5 деталек. Чашелистик у розы с внутренней стороны светлый, а с внешней стороны темный, поэтому нам нужно будет его немножечко затонировать. Теперь вооружаемся нашей розой и приклеиваем к ней чашелистик. Клейте так, чтобы он немножко заходил на трубу. Оборачиваем трубу. Лишнее можете срезать. Так, теперь рассверливаем отверстие внутри, чтобы оно было чуть шире и могли вставить 16-ю трубу.